Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Сначала о новости, которая ворвалась в сегодняшний день для кого-то радостным «вау», а для кого-то вялым и грустным «да как же это, братцы? А нас-то за что?» Тут посчитали экономику асимметричности. Выручка новошахтинского НПЗ «Медведчука» в 2020 году – $1,5 миллиарда. Даже остановка НПЗ на 2 недели – это 50 плюс миллионов долларов. Плюс стоимость восстановления, а привет там прилетел правильный. Есть разные версии, чем именно передали привет. Через пару дней мы узнаем официальную. Но даже если стоимость украинского беспилотника $30 тысяч, или, как пишут, вообще 10 тысяч, то даже один только моральный эффект от происходящего ныне окупился вмиг. А ведь все только начинается. И даже если предположить, что оборудование можно быстро и недорого восстановить, то надо учесть один факт. Санкции. Увы и ах. Тут турбина Siemens никак не хочет возвращаться в родную гавань. А вы говорите, дай Боже здоровья светлым головам в ЗСУ. Но мы всегда должны помнить и понимать, что на войне важно не верить пропагандистам, хоть своим, хоть чужим. Верить надо только фактам. Иначе ты теряешь связь с реальностью и попадаешь в симулятор. Так живут жители Ордло и России, где пропаганда создала им симулятор. Наши доблестные освобождают Украину, дошли до Берлина, потерь нет, лучшая в мире армия, с лучшим в мире вооружением. В эту сказку россияне и ордлынцы верят до сих пор. Но как бы нам не хотелось побед бравадой Чернобаевки 147, на войне важно знать правду. Горькую, сладкую, черную, любую, но правду. Тогда ты можешь принять правильное решение, оценить обстановку, что чаще всего может спасти сознание, а значит и саму жизнь. Поэтому пропаганда на войне – это оружие. Страшное, которое также разрушает, поражает цели, наносит ущерб. Ложные победы и ложные герои закрывают от общества настоящих. Лишняя бравада нивелирует титанический труд и подвиг военных. Любая необдуманная цифра потерь или побед дает повод врагу сыграть на ошибке пропагандиста и развернуть пропаганду в свою сторону. Или же вызвать панику в своих же рядах. Все вот эти западная помощь не доходит до нуля. Соночки беззащитные, 1000 в день. От желающих хайпануть на войне и добыть славу блогера, значимого газдетеля, заработать денег на эмпатии. Это сейчас бизнес и хайп, причем с обеих сторон, и с нашей, и Ордло-Рашей. И это плохо. Ну, для нашей стороны так точно. Пропаганда — едкая штука. Она проникает в мозги, отравляет сознание, зарождает сомнения и всегда, понимаете, всегда подводит к ложным решениям, ошибочным выводам. Кто-то решает, что ЗСУ ему враг, так как обстреливает. Кто-то решает, что вот-вот освободят и остается там, где опасно. Кто-то, наоборот, бежит оттуда, где не стреляют. Но по информации местных ТГ-каналов, поэтому война — это еще и битва фейков, пропагандистов, паники и умение управлять информацией, а значит, умение управлять обществом. Если кто вспомнит, то второй этап российско-украинской войны прошел под знаком «Найди метку на заборе, оставленную соседом для истребителя». Прекрасная психологическая атака со стороны врага, которой он скрыл важные моменты первого наступательного плана. Как-нибудь вернемся к разбору этого момента. Естественно, что пропаганда рассчитана, направлена и попадает в цель туда, где уже есть сомнения, отсутствие знаний, позиций, критического мышления, логики. Люди, которые вне политики, всегда первые едоки пропагандистских материалов. Следом идут малограмотные люди. Нет, я не о тех, кто не умеет читать и писать, а о тех, кто никогда не пойдет проверять информацию и доверяет одному источнику. Сюда следует отнести и тех, кто имеет жесткую политическую позицию и не готов воспринимать ни критику, ни другую точку зрения в принципе. Критическое большинство жителей Донбасса поверили в пропаганду. Нищие вуйки, которые моют за гроши унитазы в Европе, спустились с гор, чтобы забрать наши шахты. Пропаганда, разжигающая ненависть к жителям условной западной части Украины, просто легла на старые дрожжи, то есть на скультивированный ранее образ украинца-зарабичанина с малопонятной нелитературной украинской мовой в растянутых трениках и свитере бойс.
Образ некоего врага советского человека, ленивого, раба импорта, чуждого морали советского человека. В общем, все то, что вбивалось в жителей условно-восточной части Украины годами СССР, тут же взбурлило, как только нажали туда, где это уже было заложено ранее. И так во всем. Смешной момент при этом заключается в том, что жители Бомбаса тоже регулярно ездили на заработки. Только не в Европу, а в Москву. Но это они считали и считают до сих пор. Круто. Жить в вагончиках по 20 человек, получать копейки, есть похлебку, мыться раз в месяц. Зато в Москве. Вся новая пропаганда, отравляющая нас из России, это просто игла, которая прокалывает и возбуждает старые зловонные клетки, всаженные в советского еще человека в эпоху социализма, коммунизма и подпитываемую все эти годы условной независимости. Пропаганда — это, по сути, паутина. Она заплетает, затягивает, становится частью жизни. И вот уже муха и не понимает, где реальность, а где кокон, в который ее заплел паук. Так живет вся Россия. В мире сказок о величии, симулякров аналогов нет. В мире победобесия вчерашнего дня и ожидания чуда наступления завтрашнего абсолютного счастья, всевластия, богатства и обладания новеньким унитазом и стиралкой. И не важно, что ни канализации, ни водопровода нет. Зато по-богатому, что их армия — это нечто фантастическое. С суперкосмическими бластерами, которым реально нет аналогов в мире. Им это показывали все эти годы 24/7. На параде, в кино, в компьютерных играх. Этот симулятор создавался для миллионов пользователей, и в него вкладывались миллионы нефтедолларов. Не в армию, не в технологии, а в создание мифа, картинки. У нас есть то, чего все должны бояться. Россияне реально верят, что инопланетные существа, вступив в контакт с Путиным, наделили его могущественной силой и передали чертежи и даже само оружие космическо-галактических войск. Вот вам смешно, а вы походите по их пабликам на эту тему. Вы думаете, у русских не было потерь в Сирии, Иране, в Грузии, в Чечне? Были. Просто их не афишировали, не показывали. А социум кормили картинками побед. Спросите у русского обывателя о войнах, которые вела Россия или СССР, о победах, поражениях, о потерях. У нас потерь нет. Это фраза пропаганды, ставшая реальностью, симулякративной реальностью россиян. Нас на Украине будут встречать цветами. Это тоже фраза пропагандистов, ставшая симулякративной реальностью россиян и гвоздем в крышке Макинтоша нынешней России. С начала войны, я имею в виду 2014 год, а не начало вторжения, на России ведь нет потерь. Никто и никогда на России не говорил открыто в эфире, не писал в СМИ, не оглашал, не носил на палке героев войны за Донбасс, Новороссию. Поэтому в социуме там витало: потерь нет, встретят освободителей цветами, легкая прогулка по Укропии до Берлина. Если читать пропагандистов ОРДЛО и россияне, мы, Украина, каждый день теряем чуть не по 2000 солдат, офицеров, генералов, 35 самолетов, 5 подводных лодок, а вот начались потери в импортном оборудовании еще, многое из которого еще только находится в списках программы Ленд-Лиза, еще даже не дошло до потребителя, еще даже не выехало. А пропагандисты России и ОРДЛО уже успели размолотить 25 «Хаймерс». Но на самой России при этом потерь нет. И поверьте, выйти из липкой паутины пропаганды совсем непросто. Вся пропаганда стоит на китах социологии, психологии, психиатрии. В ней все фобии, все болезни общества, все нити к сознанию, все личные бесы, все формулы управления социумом. Прошедший окно Овертона никогда не найдет дороги назад. О пропаганде, ее влиянии, о своих ошибках и чужих успехах в сфере пропаганды стоит писать, говорить, изучать, обучать общество и открывать ему эти грани, делая его сильнее и невосприимчивее. Я, правда, не знаю, как это сделать эффективно, ибо большинству нужен немедленный хайп, прямая трансляция. Я это вижу потому, сколько набирают просмотров на канале скандальные ролики и сколько ролики для ума, для размышлений. Ошибки пропагандистов рано или поздно начинают бить по своей стороне. Например, паникой в мирных местах или же на фронте, или наоборот, уверенностью в собственной безопасности, а значит, неготовностью населения к реальности
неготовности противостоять, эвакуироваться или настраивать тот же бизнес. Ошибки пропагандистов на войне чаще всего становятся оружием в руках противника. Например, сейчас Россия начинает получать эффект домино от озвученных ею цифр потерь. Как мы знаем, они занижены, что касается российских потерь, и завышены, когда дело идет об украинских. И вот на фоне заявленных российскими пропагандистами потерь нет на России и огромных растущих свежих полей с венками и госфлагами погиб в спецоперации, там паника, переходящая в ужас среди военных, и растущая агрессия по отношению к военным со стороны мирного населения. Какого вы еще не завоевали, Укропио? Почему плохо воюете? У вас ведь потерь нет. Пропаганда России наделила российских военных не только высоким и красивым обликом, но и ореолом вечности, непобедимости. Потерь нет означает, что уходить в иные миры могут украинцы, а русские парни в огне не горят, в воде не тонут. Поэтому общество завышенное требование к российской армии и к российскому оружию, так же, как и к российской власти, кстати говоря. И когда что-то идет не так, это не просто рушится, это ломается. И первое недоумение — как это наши парни тоже умирают? Как это наши аналогов не догорят? Как это мы отступаем? Как это у нас дефолт? Постепенно будет превращаться в раздражение и агрессию, ведь те, кто имеет повышенное требование, и будет требовать на повышенных тонах. Российский социум не выдвинет претензии к себе в случае краха или неудачи. Виновными будут военные, плохо воюют, трусы. Командование, не так командовали, я лучше. Финансисты, не так управляли, я лучше. Нет, революции не будет. Будут жить верой в хороший царь, бояре плохие. Ну, в крайнем случае поменяют бояр. Могут ли русские прозреть, осознать то, что они и есть зло, и сами виноваты в происходящем, и война — это их коллективная ответственность? Нет. Это как русские либералы, они как бы против того, что происходит, но не лично против Путина, а методов путинизма. Если бы Путин подкупал украинскую власть, мягко русифицировал, вот через культуру, кино, искусство, СМИ, давал бы Украине льготы, дружбу, мягко склонял к поглощению, пояснял историческую необходимость, Крым наш, Украина тоже. Поэтому в некоторых местах русские, конечно же, увидят ложь и поймут, что их одурачила пропаганда, но это будет как в случае с разгромленными в Ордло 9 военными базами и штабом первого корпуса народной милиции или с подгорелой на солнце воинской базе на оккупированном острове Змеиный. Поясню. С момента начала второй фазы войны, то есть с момента вторжения 24 февраля 2022 года, Раша Ордло военщина дает официальные сводки, и каждый день Ордло Раша слышат об уничтожены 2487 военных баз Украины и НАТО, 57 авианосцев Украины, 6785 инфраструктурных объекта, 2437 самолета, 1178 вертолета. Цифры каждый день растут на 1000 единиц. Пару раз пропагандисты ошиблись в расчетах и, доведя подбитые укрсамолеты до 3876, на следующий день снизили их до 2487. Народ тут же возопил: как это? Счет обратно пошел. И засомневался. Но сомневался недолго, уж больно красиво и радостно атлантянам, донбассянам и россиянам слышать про 99 подбитых авианосцев Украины. И их даже не смущает тот факт, что они же орут в тех же комментах, что у Украины и флота-то нет. На, скажем так, 100 комментов «красавцы, жгите дальше» лишь один коммент. Нам говорили, что Украина нищая, у нее нет инфраструктуры, все заводы разрушены, армия уничтожена. Что ж мы каждый день по 1000 штук разносим? А вот протрезвление началось с момента, когда Украина начала уверенно и плотно отвечать и подавлять огневые и военно-логистические объекты противника. Комментов «Как это мы дошли до Львова, а дымится в Донецке? Как это мы уничтожили все укрсамолеты, а в красном луче фейерверки?» стало больше. Что ж, ребятки, война — это игра, в которую играют вдвоем. Читать и слушать вражеских пропагандистов не грех. Грех иметь не стальные нервы при этом.
Ведя анализ пропагандистских спичей, можно видеть реальную картину фронта побед и поражений врага, моральный дух, состояние войск и даже готовящиеся провокации или будущие очаги прорывов. Да, их пропаганда тоже дает сбой. И да, их пропаганда разделяется на феерическая лапша для обывателя, нервный срыв «усё пропало», официальный победизм, эмпатии для сбора денег. Но есть и реальная военная аналитика. И среди нее тоже стоит плавать, чтобы видеть глубокое синее море. Меня, например, удивило, что один из военных пропагандистов России выдал на горе видеопост, где указал, что 20 июля будет нанесен удар по острову Змеиный со стороны Украины, сославшись на компетентных людей на самом верху. Пугает, но своей бравадной ошибкой пропагандист выдал осведомителя. Ну, раз уже заговорили об ошибках резидентов, покажу вам еще красивое. Одиозный ФСБшник-пропагандист, отставной, вернее, отброшенный за ненадобностью герой Новороссии штабс-капитан Гиркин Стрелков, начертал пост-реквием о буксире-спасителе-спасатель Василий Бех, который совершил отрицательное всплытие оккупированного русскими острова Змеиный. На фоне скупой ФСБшной слезы за впавшим в отрицательный горизонт судном Гиркин открыл весьма интересные факты. Потопленный буксир имел не только спасательное оборудование, лебедка, гак, грузоподъемное устройство, один водолазный комплекс с барокамерой, средства пожаротушения, 3 лафетных ствола производительностью по 500 кубических метров в час, необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» с глубиной работы до 400 метров и 36 человека-мест, ну и ЗРК «Тор». То есть под прикрытием спасательного судна Россия тягала ЗРК «Тор», а значит, любое судно под Раша-флагом, включая торговое, медицинское, исследовательское, туристическое, гражданское, носитель оружия и потенциальная угроза. Спасательный буксир, созданный для глубоководных исследовательских и спасательных работ, перевозил к оккупированному острову боеприпасы, оружие и живую силу противника, за что и поплатился. Ну, это первый и легкий вывод. Второй — серьезнее. На России реально всполошились из-за потери не спасательного буксира, а подводного аппарата «Марлин-350» с глубиной работы до 400 метров. Более того, из-за появления информации о нем и нахождения аппарата рядом с островом Змеиный. Гиркин, желая или не желая того, попалил чью-то контору, высветил чью-то игру и засветил для разведки Украины ценную информацию о ведении России глубоководных работ по Черноморской территории. Вот вам и ошибка резидента, то есть пропагандиста. Не доверяйте пропаганде. Ищите факти. Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходу каналу Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.